И тогда могли бы мы еще перейти к детям. Вот тоже много разговаривали про детей вчера. Так вот, как вы думаете, вот передать это правильное понимание и свободы, и нравственности для наших детей? Ну, тут гораздо сложнее, потому что ну, система образования, она в каждом государстве уже существует, и есть какие-то нормативные акты, как преподавать, что преподавать детям. Поэтому тут невозможно кого-то заставить преподавать так, как мы думаем надо. Да? Поэтому должны найтись люди, которые занимаются, ну, я не знаю, министры образования, может быть, президенты. То есть должна быть добрая воля вот этих людей, которые занимают достаточно высокий уровень управления в государстве. Их свободная воля, политическая воля, чтобы они могли изменить вот эту систему образования таким образом, чтобы дети, ну, получали больше представления о Боге, о добре, о нравственности. И тогда это можно, потому что это можно за 25 лет все изменить. 25 лет. Достаточно просто тех детей, которые сейчас приходят в мир, правильным образом направить. Через 25 лет это будет другой мир вокруг нас. Да, так я тоже думаю, что еще, наверное, важный аспект, так тоже, чтобы родители бы и сами бы тоже изменились. Ну, это Сначала. это не бывает так, чтобы дети были хорошие, родители плохие. Это должно вместе быть. Да. И, наверное, вот мы вчера тоже много говорили вот про школу Монтессори, вот эти все альтернативные школы, наверное, тоже в данный момент это как бы хороший выбор был бы. Ну, видите, я ознакомилась с методикой Марии Монтессори, к нам даже приезжала Мария Эллен, и вот к нам туда в Омск еще приезжала, давала вводный курс лекций по этой методике. В этом курсе, ведь основное то, что давала Мария Монтессори детям, она позволяла каждому ребенку установить вот эту внутреннюю связь, которая до 3 лет уже с ними, вернее, еще с ними. То есть вот эта внутренняя связь с их высшим «я» или с Богом. Да? И вот, когда они работают с этими материалами, они фактически вот вступают вот в это взаимодействие со своим высшим «я». То есть, и если этот навык закрепляется, то до конца жизни они получают вот эту внутреннюю связь. Соответственно, Бог ими руководит всю жизнь. Вот в чем основа этой методики. Но так как у нас сейчас преподают, ну, оно, наверное, не совсем соответствует этой методике. Потому что Мария Монтессори, она творила чудеса. Она брала детей, от которых отказывались родители, которые были больные или у них были отклонения какие-то психические, умственные. И эти дети, они за 2-3 года перегоняли своих сверстников из благополучных семей. Только благодаря вот этой методике. Их высшее «я», вот Бог, их восстанавливал полностью. Во время вот этой работы с материалами или игры. Это гениальная методика. Но, как все в этом мире, у нас она немножко, да. Вот, наверное, это и важно в образовании, помочь ребенку восстановить опять эту связь, правда, Она у него есть от рождения. Ну, не у всех, наверное, детей, но у большинства. Но... Может, она потом пропадает, и опять ее восстановить. А восстановить уже труднее. Тогда может поддержать. Надо, чтобы с самого детства, вот самый возраст важный, это когда человек только рождается, где-то до 6 месяцев. В этот период человек все впитывает. То есть как губка. Все, что вокруг происходит, он все впитывает. Поэтому, если вот в этот период включен телевизор, мама курит, папа пьет пиво, что-то где-то кто-то ругается, они думают, что ребенок ничего не понимает, потому что он не говорит, он просто лежит, ну, плачет, потому что он возражает против всего этого. Так вот это все впитывается в ум.
И тогда, когда ну, ему уже там 10 лет, 12 лет, он начинает курить или пить пиво, или там в 15 лет, и убедить его, что это нехорошо, невозможно, потому что он видел, что это мама курит, а папа пьет пиво. А что он видел по телевизору, мы не знаем, потому что телевизор был включен.